Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся на территории Спасо-Андронникова монастыря. Это одно из древнейших исторических мест на территории современной Москвы. И сейчас здесь расположен музей имени Андрея Рублева. Меня зовут Лихенко Анастасия. Я научный сотрудник отдела научно-просветительной работы музея имени Андрея Рублева. И сегодня я вместе с вами совершу путешествие по ансамблю Спасо-Андронникова монастыря. Мы поговорим о его архитектуре, о том, какие разные стили уживаются вместе в этом ансамбле, в этих разных постройках. И таким образом пронесемся по всей истории этого места. Спасо-Андронников монастырь был основан в середине XIV века по инициативе митрополита Московского Алексия, очень значимого человека для своего времени. Он плыл по Черному морю из Константинополя в Москву и с собой вез икону, образ Спаса Нерукотворного. И именно в Черном море во время этой поездки разразилась страшная буря, такой мощный шторм, что митрополит Московский не думал, что он сможет добраться до родной Москвы живым. Поэтому он молился перед образом Спаса Нерукотворного, тем самым и дал перед ним обет, то есть обещание Господу, что если он доедет до пункта назначения, то обязательно станет основателем нового московского монастыря, что и произошло. По прибытии он отправился прямиком к московскому князю Иоанну II, отцу Дмитрия Донского, и попросил выделить земли именно здесь, на этом месте, на высоком берегу Яузы, и более того, поучаствовал в основании монастыря и знаменитый, наверное, самый известный русский святой преподобный Сергий Радонежский, игумен земли русской, как о нем говорят. Именно его ученик, монах на тот момент Троицы Сергиева монастыря, преподобный Андроник, стал первым настоятелем обители, и потому монастырь называется Спасо-Андроньевским, Спасский, по тому самому образу Спаса Нерукотворного, и Андроньевским по имени своего первого настоятеля, прославленного в лике святых. Первоначально все постройки монастыря были деревянными, потому что Москва XIV века – это именно деревянная Москва. Все изменится при Дмитрии Донском в конце XIV века, когда он начнет перестройку Кремля в белом камне. Перед нами Спасский собор, то есть главная церковь Спасо-Андронникова монастыря, построенная в 20-е годы XV века как раз в белом камне. Если посмотреть внимательно на стены собора, то вы увидите эти самые каменные блоки, плотно подогнанные друг к другу. К тому же белый камень очень мягкий, поэтому из него всегда вырезали очень эффектные архитектурные элементы, кокошники, например, которые здесь складываются в целые ряды, и прекрасную пирамидальную конструкцию, возвышающуюся и идущую к куполу. Спасский собор – один из важнейших памятников ранней московской архитектуры, которую как раз очень легко узнать по этим особенностям. Эти храмы построены из белого камня, имеют такие очень характерные кокошники, о которых уже сказано. Более того, Спасский собор – древнейший храм на территории Москвы, сохранившийся до нашего времени, и более того, он был расписан знаменитым иконописцем Андреем Рублевым и Даниилом Черным, который работал вместе с ним как внутри, так и снаружи. Увы, эта живопись практически не сохранилась до нашего времени из-за пожара 1812 года, когда в соборе из-за огня обрушился купол и выгорела практически вся живопись, сохранявшаяся там в XIX веке. Все, что осталось, это орнаменты в откосах окон в алтарной части, которые сейчас находятся за современным иконостасом, а потому увидеть их не так просто. Современный вид собора, который мы с вами видим сейчас, вернулся к нему благодаря реставраторам XX века и первым сотрудникам уже музея имени Андрея Рублева, открытого здесь в 1947 году. Постоянная экспозиция музея и, соответственно, самые главные шедевры музея имени Андрея Рублева хранятся в трапезной палате и Архангельской церкви. Это архитектура XVI и XVII веков соответственно.
трапезную палату вы видите справа. Она была построена по инициативе московского князя Ивана III между 1504 и 1506 годами. И рядом уже позже, в конце 17 века, к ней была пристроена Архангельская церковь по инициативе Евдокии Лопухиной, первой супруги Петра I. Обратите внимание на то, что эта церковь на самом деле уникальна. Она состоит из целых 3, поставленных друг над другом. Это уникальная ситуация для московской архитектуры. Задумывалась эта церковь как фамильная усыпальница рода Лопухиных, у которых совсем недалеко также на Яузе были фамильные имения. Церковь эта построена в характерном для конца 17 века нарышкинском стиле, очень любимом как раз родственниками Петра I. Очень характерная особенность этого стиля – колонны, резьба, наличники. Вы видите огромное количество декоративных элементов, что, конечно, совсем не похоже на древнюю архитектуру Спасского собора, о которой мы уже говорили. Эти церкви имеют собственные престолы, они разные. Нижняя посвящена иконе Богоматери Знамения. Она как раз и была фамильной усыпальницей Лопухиных. Выше Архангельская церковь посвящена именно архангелу Михаилу, так как, согласно христианским представлениям, он является проводником душ усопших в загробную жизнь. И поминальные церкви очень часто посвящали именно архангелу Михаилу. А вот выше церковь очень любопытная, как вы видите, в 2 уровня света, кубик и сверху восьмигранник. Восьмерик на четверике, говорят про такую архитектуру. Вот она посвящена основателю монастыря митрополиту Алексию. И там могли молиться исключительно монахи Спасо-Андронникова монастыря. Это иноческая церковь. Сразу после Архангельской церкви в самом конце 17 века был построен настоятельский корпус. То есть корпус, в котором жил настоятель монастыря, а также находились кельи братьи, то есть монахов Спасо-Андронникова монастыря. Он был, как вы видите, построен из кирпича, кстати, как и Архангельская церковь и трапезная палата, не из белого камня, как в древности, и при этом украшен, что традиционно для 17 века, цветными поливными изразцами, где вы видите крест, главный символ христианства, и херувимов. Что также любопытно, на первом ярусе корпуса были покои именно настоятеля, а на втором располагались кельи. Но, как вы видите, здание очень компактное, а значит, в какой-то момент его стало не хватать. Поэтому уже, по всей видимости, в начале 18 века строится новый корпус, братский, то есть именно для братьев Андроникова монастыря. Братский корпус, в отличие от настоятельского, имеет очень особенные архитектурные элементы. В целом эта архитектура совсем не похожа на все, о чем мы говорили до сих пор. Во-первых, обратите внимание на красный фасад и белые наличники. Это было очень модно в петровское время. Сама форма наличников тоже отличается от тех, что мы видели в Архангельской церкви. Там они были очень пышными, резными, а здесь строгие, с треугольным завершением, так называемым фронтоном, и ушками справа и слева. Это действительно очень-очень яркая черта архитектуры времени правления Петра I. Притом, в данном случае действительно можно говорить о том, что это очень похоже на гражданские постройки, которые можно видеть, например, в Санкт-Петербурге, но в Москве. В XIX веке в монастыре тоже, безусловно, была жизнь, хотя столица и, соответственно, высокие покровители переехали в Санкт-Петербург. Вот в данном случае перед нами духовный корпус, где находилось духовное училище и, соответственно, готовили будущих священников. Это очень характерный для XIX века стиль, строгий классицизм. Это здание пережило пожар 1812 года и
В общем-то, благодаря нему мы можем судить о том, как выглядела Москва этого времени. Это невероятно характерная, типичная постройка. Древнерусское искусство, древнерусская культура, архитектура переживала не лучшие времена, но благодаря основанию здесь в 1947 году музея имени Андрея Рублева сохранилось очень многое, и первые научные сотрудники смогли сформировать ядро собрания, которое хранится здесь по сей день.